еще каких-то 20 лет назад время двигалось по шкале вперед, и у этого времени были вехи, и эти вехи мы называли красные даты календаря. Сегодня время движется вспять, и вехи совершенно другие, потому что, как правильно здесь было замечено, это уже не красные, а черные даты календаря. И вот именно такую черную дату сегодня, в общем-то, получается, мы с вами и вспоминаем здесь. Я сегодня немало слушал электронных средств массовой информации. Лейтмотив сегодня так называемых демократических СМИ сводится к одному, что эти жертвы были необходимы, что это было малое необходимое зло. Более скотского отношения к собственному народу, к собственным людям вообще представить себе крайне сложно. Тем более, что речь, как сегодня говорилось, идет о женщинах, идет о детях. Какое понятие необходимое зло может к ним быть применимо? 17 лет назад для меня это было трагедией. Это была трагедия моей родины, которую защищал мой отец, мама, родственники мои, дяди, тети во время Великой Отечественной войны. И в 1993 году я оказалась на рубеже защиты советской власти, последнем рубеже, который остался тогда, в 1993 году. Это был шок, это была катастрофа для Родины. Была потеря товарищей, которые встали на защиту Советской Конституции, встали на защиту своей Родины, на защиту закона, на защиту Верховного Совета, который не давал возможности новоявленным капиталистам приватизировать нашу Родину, землю, предприятия, леса, водные ресурсы. И вот сегодняшний результат. Мы все потеряли практически. Мы уже не хозяева на этой земле. Нет наших товарищей, это горько, но мы не сдаемся. Ну, как обычно бывает, патриотов количество на земле меньшее, многие люди обмануты, многие потеряли близких, но не могут бороться с этой вражьей силой, я бы ее так назвала, которая захватила нашу Родину. И что я хочу сказать? Я хочу выразить соболезнования всем, кто потерял своих детей, мужей, матерей, дочерей. Я хочу, чтобы они не склоняли головы и гордились своими близкими, гордились как героями, потому что герои не умирают. Пока мы их помним, герои живут. Несколько лет назад, встречаясь с семьями погибших, я, как председатель комитета памяти жертв трагических событий, интересовался жизнью этих людей и услышал интересное выражение от мальчика, брата одного из погибших ребятишек в 1993 году. Я у него спросил, чем ты будешь заниматься в будущем. Он сказал, что я убью Ельцина. Сначала было жутко, как ребенок 7-летний мог сказать такие слова. Но потом он мне рассказал, что произошло в семье, какая трагедия до сих пор. Это ребенок. И мы должны с вами сделать вывод о том, что режим нашей страны, который проклинают и смерти которого желают дети, обречен. Вопрос только во времени, когда это произойдет. Но наша с вами задача это время ускорить. Я предлагаю почтить минутой молчания память всех погибших в борьбе за советскую власть. Вы знаете, это плохая вещь в связи с тем, что столкнули брат на брата, понимаете? Это не, я считаю, что это не должно было происходить. Почему? Потому что, ну это все потому что правительство Ельцина в те периоды все это перевернуло, развалило Советский Союз. Путч 91-го, 93-го года, представляете, это невероятно. Я сам своими глазами видел на Краснопресненской, как убивали наших братьев-сестер, вот все, кто участвовал вот в этих вот мероприятиях. Ну, в общем, светлая память, конечно. Ну, у нас, правда, еще маленький такую ремарочку внесу. Очень нарушается Конституция. Все статьи Конституции очень сильно нарушаются. Люди очень многие страдают. Я сам киноактер, выезжаю в киноэкспедиции по другим регионам. Народ живет очень бедственно. Понимаете, все заброшено. И я скучаю по Советскому Союзу и очень хочу, чтобы мы вернули ту частицу Советского Союза, которая была в моей юности.
Смертью смерть победив, выше нету любви. В Белом доме, спасая народ, заслонили тебя кровью братья твои. Наше время пришло, Русь, вперед! Мы впечатаны в вечность, как пули в мишень. Русь победный свой путь изберет. Победим, превратив ночь Руси в яркий день. Наше время пришло, Русь, вперед!